Река Кура умеет хранить тайны. Веками она уносила прочь мусор, обломки деревьев и тела врагов. Но в ночь на 10 марта 1956 года ее воды окрасились кровью тех, кого еще вчера называли будущим советской страны. Тбилиси замер в ужасе. Сотни матерей так и не дождутся своих сыновей домой. Они вышли на улицы не за демократию. Они не требовали прав человека в западном понимании. Они вышли, чтобы защитить имя тирана. Это звучит как безумие. Исторический оксюморон – умереть за диктатора, который уничтожил миллионы. Но именно так началась одна из самых кровавых и тщательно скрываемых драм Советского Союза. Всего за 2 недели до этого в Москве Никита Хрущев сбросил идола с пьедестала. Он хотел убить культ личности. Но в Грузии его слова прозвучали не как освобождение, а как объявление войны. Удар пришелся не по мертвому вождю. Удар пришелся по живой душе народа. Сегодня мы расскажем историю о том, как любовь к Сталину парадоксальным образом превратилась в мечту о свободе. И как советские танки впервые после войны давили своих же граждан, преподав урок, который империя забудет и повторит снова. Это Тбилиси-56, март 1956 года, 3-я годовщина смерти Сталина. В Москве уже начинают шептаться о перегибах, снимают портреты. Но в Тбилиси Сталин — это религия. Для простых грузин он был не красным монархом из Кремля. Он был Сосо, парнем из соседнего двора, из пыльного городка Гори, который заставил весь мир учить русский язык с грузинским акцентом. Когда Хрущев начал десталинизацию, в Грузии это восприняли как личное оскорбление. Шепотом, на кухнях и в курилках университета передавали слухи. Хрущев ненавидит грузин. Русские хотят свалить все свои грехи на нашего земляка. Десталинизация воспринималась как атака метрополии на права маленькой, но гордой республики. Посмотрите на эту схему. В городе, где официальные газеты молчали о докладе Хрущева, слухи стали главным медиа. Студенты передавали друг другу фантастические новости. Якобы сын Сталина, Василий, собирает армию, чтобы идти на Москву. Или что Китай разорвет отношения с СССР, если тронут память вождя. Это была информационная эпидемия. И вакцины у властей не было. 5 марта началась мирная фаза. Студенты несли венки, милиция стояла в стороне. Это выглядело как ритуал скорби. Но уже 6 марта партийное руководство совершает роковую ошибку. Испугавшись масштаба, они пытаются локализовать протест. «Митингуйте здесь, у памятника, но не ходите в центр», — говорят чиновники. Загнав тысячи горячих голов в одно место, они создали идеальный реактор. К 8 марта ситуация выходит из-под контроля. Толпа выплескивается на главный проспект города Руставели. И здесь происходит удивительная метаморфоза. Вслушайтесь в то, что они кричат. Если 5 марта это было «Верните Сталина», то теперь звучит «Долой Хрущева! Вон Микояна!» И самое невероятное для 1956 года — «Свободу Грузии». Визит китайского маршала Чжу Дэ подлил масло в огонь. Протестующие окружают его кортеж, буквально блокируют машину. Они видят в китайском коммунисте спасителя, надеясь, что старший брат Мао защитит их от предателей в Кремле. Наивная вера в доброго царя, только теперь китайского. Москва больше не намерена терпеть. Хрущев в ярости. Командующий округом генерал Иван Федюнинский получает карт-бланш. Это человек войны, прошедший мясорубку Ленинградского фронта. Для него переговоры — признак слабости. В город вводят танки. Вечером 9 марта, в день похорон вождя, огромная колонна студентов направляется к Дому связи. Их цель наивна и трагична. Они хотят отправить телеграмму в Москву, в газету «Правда». Они верят, если в Кремле узнают правду, их услышат. Они не знали, что внутри здания уже сидят пулеметчики. Ад разверзся мгновенно. Солдаты стреляли не в воздух, они стреляли на поражение. География сыграла против людей. Дом связи находится рядом с рекой. Когда началась паника и давка, людей прижали к набережной.
Танки шли вперед, не разбирая дороги. Спасаясь от свинца, люди прыгали в ледяную мартовскую куру. В темноте, в холодной воде. Многие нашли свою смерть не от пули, а от реки. Сколько погибло? Официальная статистика скажет – 22 человека. Но врачи тбилисских больниц, работавшие той ночью по колено в крови, видели сотни раненых. Морги были оцеплены КГБ. Тела вывозили тайком, хоронили в безымянных могилах за городом. А кого-то унесла река. На следующее утро Тбилиси проснулся другим. Город молчал. Аресты продолжались недели. Сотни были исключены из институтов, десятки отправлены в лагеря. Москва думала, что подавила бунт сталинистов. Но на самом деле в ту ночь под гусеницами советских танков умерла лояльность Грузии к империи. Среди тех, кто видел этот кошмар, были совсем юные Звят Гамсахурдия и Мираб Костова. Именно тогда, глядя на кровь на асфальте, они поклялись посвятить жизнь разрушению этой системы. Через 33 года на этом же месте история повторится. Снова апрель, снова Руставели, снова советские войска. Но тогда империя уже не устоит. Тбилиси 56. Это урок того, как опасно недооценивать память народа. И как легко любовь к тирану может превратиться в ненависть к тюрьме, которую он построил.